Слуги графа Лонсдейла разбегались кто куда. Возлюбленная сэра Джеймса, прекрасная Мэри, безвременно скончалась. Но граф не желал с этим мириться. Девушка, на которой он был готов жениться, по-прежнему находилась в его доме. Каждое утро горничные меняли ей наряд, а затем провожали к завтраку. Но постепенно лакеев и служанок становилось все меньше. Не каждому хотелось работать в этом странном месте. Джеймс получил свое огромное состояние в 11 лет. Он родился в 1736 году, учился в Кембридже и считался человеком отлично образованным и разумным. В 19 лет граф Лонсдейл оказался в английском парламенте, поскольку искренне интересовался вопросами политики и земледелия. Ему прочили прекрасную карьеру. А еще он был привлекателен и влюбчив. От матери, красавицы леди Пеннингтон, он унаследовал огромные черные глаза и тонкие черты лица. Отец, бывший губернатором Барбадоса, передал сыну решительный характер и умение настоять на своем. Две младшие сестры Джеймса слегка обижались на брата, и почему лучшее в их семье досталось именно ему. Обе девушки не блистали ни внешностью, ни умом. Летом 1759 года молодой граф Лонсдейл встретил юную особу поразительной красоты. Мэри Джонс была дочерью одного из мелких земледельцев, которые арендовали земли у Джеймса. Привлекательная девушка такого происхождения могла удачно выйти замуж, но, разумеется, не за аристократа из палаты лордов, и когда граф Лонсдейл начал за ней ухаживать, попросила его остановиться. Она была хорошо воспитана и понимала, что не равня Джеймсу, но граф потерял голову. «Уедем в Хэмпшир», — убеждал он, и клятвенно заверял, что готов взять Мэри в жены. По романтической версии этой истории, девушка и сама была влюблена в графа. Более практичные современники уверяли, что Мэри поехала только потому, что беспокоилась за дела своего отца. Но в любом случае, отъезд состоялся. Прекрасная Мэри и граф Лонсдейл вместе поселились в огромном доме, в Хэмпшире. Джеймс окружил возлюбленную такой роскошью, что дивились даже повидавшие многое слуги. Граф старался предугадывать все желания девушки. Портнихи приезжали из Лондона, чтобы сшить для Мэри самые красивые платья, драгоценности для девушки Джеймс покупал целыми ларцами. Родные графа были недовольны, фаворитка, это понятно для его возраста, но не собрался бы он жениться на простолюдинке. И когда Джеймс объявил, что именно это он и намерен сделать, разразилась буря. Но бушевали родственники недолго. Так, ногам которой Джеймс был готов бросить весь мир, внезапно его покинула скоротечная чехотка. Бледный, сбитый с толку, граф Лонсдейл сказал, он не может проститься с Мэри. Она будет и дальше жить в его доме. Покойная леди не пропустит завтрак или обед, она встретит гостей. Слугам было приказано вести себя, словно ничего не изменилось. Труднее всего пришлось горничным, ведь им нужно было укладывать волосы девушки, менять ей платье, а время шло. Постепенно персонал начал разбегаться. Сестры Джеймса, графиня Дарнингтон и герцогиня Болтон, пообещали отправить брата в лечебницу. Приезжал отец Мэри и просил устроить для девушки нормальное погребение, но граф качал головой. Только спустя несколько месяцев он согласился на компромисс, поместить все, что осталось, в стеклянный ящик. Он стоял в гостиной лондонского дома графа еще почти полгода. Впрочем, Мэри все-таки предали земле. Со временем и сам Джеймс пришел к выводу, что это нужно сделать. Но с того момента он изменился до неузнаваемости. Из обаятельного молодого человека он превратился в злобного Джимми, как его называли арендаторы. Вскоре он женился на дочери премьер-министра Великобритании, графине Крайтон-Стюарт. Но в этом браке не было ни детей, ни настоящего счастья. Сердце графа навеки принадлежало Мэри. Джеймс умер в 1802 году, а его состояние и титул достались троюродному брату.